Привет, друзья! Вы на канале Sweet Stitch. Меня зовут Ирина. Это канал о рукоделии и вышивке крестом. И па-ба-бам! Перед вами готовая работа. И это сердечко от Jasmine Love and Roses. Любовь и розы. Прям такое какое-то название. Для какого-то романа подходящее. Вот за выходной у меня вышилось вот такое вот сердечко. Как видите, я здесь позаменила. Вот здесь должен был быть розовый бисер. Я его заменила на розовые ниточки, на вот такие. Не знаю, подходят они, не подходят. Ну, в принципе, ничего, мне нравится. Быстро, просто и легко. А зачем оно, вы скажете, тебе надо было бы? А оно мне надо было для вот этой коробочки. Но походу оно вышло больше, чем эта коробочка. Блин, я не знаю, что делать. Я специально не вышивала здесь бисер. Должна была быть здесь жемчужинка вот такая. Вот на этих местах беленькая. И я все это поубирала, естественно, потому что здесь вот на этой коробочке это стекло. И я думала, ну куда здесь бисер? Бисер не годится, потому что здесь стекло. А теперь, походу, мне, наверное, придется все-таки убрать это стекло. Я не знаю, как его теперь втулить туда. Это невозможно. Она слишком большая у меня получилась. И я теперь не знаю, что мне с этой делать. Я, собственно, ее для этого только вышивала. Видите, она впритык. Я думала, может вытащить это стекло, ну и сделать типа игольнички, такая типа подушечка. Она будет там набитая всяким разным и будет выпирать. И будет ничего. Либо оставить вот так впритык. Ой, короче говоря, я, наверное, попробую сейчас что-то сделать с этим. Ну и покажу, что у меня в результате этого эксперимента получится. Ну, я так рассчитала, я вот посмотрела на этот самый... на размеры, но по размерам подходит идеально. Вот это вот это сердечко, оно вот идеально сюда вписывается. Оно как раз вот такое, как это сердечко. Ну, смотрится, как смотрится? Мне кажется, смотрится слишком тесным. Нет воздуха для этих розочек. Короче говоря, посмотрим, что у меня получится. Ну, понятно, что не все выходные я вышивала. В субботу мы ездили с нашей группой Nordic Walking на мероприятие, организованное в Хальвиле. Это город недалеко от Люцерна. И мы там шли 10 километров. Ну, так, чтобы вы ощутили атмосферу, вставлю вам пару кадров. Кручу я, верчу, ничего у меня не получается. Вот либо вот так получается. Это если набить там синтепончиком. Вот так выпуклое, но все равно оно впритык получается. Либо со стеклом. Со стеклом получается вот так. Ну, что вы скажете? Буду ждать ваших советов. Либо просто его оформить в пинкипчик такой, да и все. И не париться. Ну, куда потом тут пинкипчик? Вот, как вот говорят, мало баба клопоту, купила порося. Вот и про меня это. Ну что ж, впихнула я невпихуемое, ну вот так получилось. Но все равно я жду ваших советов, если это... Я вот смотрю в жизни, мне не очень нравится. На камере вроде, когда посмотрела,
Да ничего, нормально такая игольничка получилась, оригинальная, с такими этими розочками. На обратной стороне у меня, вот видите, все оно закрыто, все прикрыто. Но там просто все на двустороннем скотче. Его в любом случае можно отцепить. И сделать просто там либо подушечку вот такую, там какие-нибудь ленточки прицепить вот так вокруг. Либо оставить так. Одним словом, вы мне пишите: оставляй, убирай. И вот посмотрите, я так увлеклась этим оформлением, что даже забыла вам сказать. Вот такие участвовали ниточки, 2 зеленых и вот 1, 2, 3, 4, 5 мулине. Вот это не по ключу у меня серединка, вот это вот самая темная, потому что по ключу у меня не было. Ну и из-за вот этой фигнюшки покупать нитку мне, конечно, не хотелось. А эту нитку, как я уже сказала, я вместо бисера. Я приложила бисер, который по ключу, и он вот такой, он чуть-чуть отличается. Это больше в сиреневый какой-то уходит цвет, а это в персиковый больше идет. Но бисер именно был вот такой в персиковый. И поэтому я взяла этот бисер, и вот он в серединке, вот этот самый светленький, это он. Вот такая коробочка у меня получилась для драгоценностей. Там у меня хранится пчелка. Она так здесь красиво вписывается. Боже, коробочки, чтобы хранить коробочки, называется. Я коробочка, официально заявляю. Ну вот пусть она здесь стоит, любуйтесь на нее. Мой старый пылесос, он бедный, прошел Крым-Рым и медные трубы. У него вот здесь оторвалась фигня, она не фиксируется, и постоянно вот эта штука отваливается. Я скотчем примотала, но оно нифига не держит. Мало того, что здесь тоже оно постоянно отваливается, тоже скотчем примотала. Но это, знаете, такое себе удовольствие. Пылесосить этим пылесосом никакое. И самый большой недостаток в этом пылесосе то, что здесь сменные эти самые, как их, пакеты. Туда надо каждый раз наполняется, его надо выбрасывать. И это, конечно, стоит дофигища. Он стоит 3 копейки, сам этот пылесос, но зато ты тратишь постоянно на эти пакеты дофигища денег. Я пошла, думала, может мне могут вот это заменить, все. Ну нет, замен нет запчастей. Короче говоря, я решила купить новый. Купила пылесос. Такой, который... Вот такая ручка. А теперь мне его надо вместе собрать. Помогите. Я это сделала. Посмотрите, какой красавчик у меня получился. У нас большой пылесос Керхер. Он очень мощный, он очень классный, но он подлюка тяжелый. Его таскать за собой очень тяжело. А этот я так его зарядила. Надо заряжать его вот этой штучкой. Я его зарядила, сейчас попылесосила, а он так хорошо тянет. Ну, классно. Я довольна, как слон. Я наконец-то вымыла окна. Я не знаю, сколько времени они ждали. И вот мои помощники. Испытала я новый пылесос. Классная вещь, но всегда, ну почему вот в жизни всегда есть но? Но он толстый вот в этом месте, и он не залазит под нашу кровать. У нас низкая получается кровать, и он в нее не лазит. А вот эта желтенькая брызгалка, это Керхер, мыть окна. Очень удобная штука. Если вы не знали, я вам говорю, она убыстряет и облегчает жизнь очень сильно. Ну что же, если вы думаете, что я только там ходила-бродила, покупала пылесосы, кроме этого мы еще купили сушилку, потому что наша полетела. А вы так не думаете? Я, конечно же, что-то вышивала. Я тут вдруг вспомнила, что мы уже в октябре, и надо хотя бы какие-то свои уже подгонять процессы, которые вышли на финишную прямую. И меня попустило, и я снова взяла этот свой венок
The Garden от Эми Бишоп. И посмотрите, что я тут натворила. Я вам ставлю картиночку, что было, и вот эта картиночка, что стало. Вышила я на этом веночке 1000 крестиков. И, по-моему, очень даже я неплохо продвинула. Остался, как вы видите, мне вот этот уголок дошить. Это здесь чуть больше 1000 крестиков, наверное, 1500. Ну и, соответственно, бэк. И потом останется мне сделать здесь хардангер. Но это уже на следующей неделе. И несмотря на то, что у меня здесь такая огромная куча этих ниток, сейчас я вам их покажу. Вот. Сколько всего ниток участвует в этом, казалось бы, небольшом веночке. Как это ни странно, вот столько много. И несмотря на все, что их так много, мне все равно не хватило одной нитки. Вот этой нитки у меня нет. Это я заменила более-менее близкое к тому, что должно было быть. И я уже, знаете, как говорится, надо его просто доделать и все, потому что если я сейчас отложу опять искать эту ниточку, я так понимаю, это как это, горошек называется, вот эти пахучие цветочки, и я думаю, этот цвет будет очень даже соответствовать этому цветочку, и поэтому вот так. Здесь будет еще желудь лонг-стичем, что делается очень быстро. Ну и самое, что не быстрое, здесь будут вот такие цветочки, вот такие маленькие, вот они будут разбросаны везде и всюду. И, конечно, если это было, конечно, 1000 крестиков зашивать вот таким образом, чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик, и 1000 крестиков вот таким образом, вы прекрасно же понимаете разницу. Так что я сделала самое простое и оставила это потом самое сложное. Вот с этим веночком такие у меня продвижения. И я его отложила до следующей недели. Что-то там с моим горлом не так. До следующей недели, чтобы он мне опять не надоел, как в прошлый раз, что я на него просто смотреть не могла. А отложив его, я тут вспомнила, осень кончается, надо кукурузу эту в конце концов дошить. И что с кукурузой? О кукурузе я имею в виду вот эту кукурузу от Милхила, в которой здесь миллион бисера, как я уже говорила, все знают эту кукурузу, вот это все практически вышивается бисером. И вот здесь на листочках тоже, и на бантике, ну короче, везде здесь бисер, здесь очень много бисера. И у меня были отшиты все крестики, опять же вставлю, что там у меня было, если не забуду. И теперь мне нужно вышить бисер, так как мне уже не хотелось браться за бисер, я его отложила. А бисера здесь, должна я вам сказать, сейчас я вам покажу. Сначала вам скажу, что смотрите, сколько у меня осталось мулине, и я вышивала по ключу, в 2 нитки там надо было, я все вышивала в 2 нитки. И, как смотрите, щедро Милхил отвалил ниточек мулине, и что радует в связи с тем, что как они стоят сейчас действительно как крыло самолета, то да. Ну и вот, покажу вам, что у меня на данный момент. Да что ж оно все поприлипало. Начала я вышивать, вот здесь вот этот бисер я отшила беленький, и вот здесь. Честно сказать, я сначала как-то увидела этот бисер и офигела, потому как, смотрите, сколько этого бисера. И вот здесь, видите, везде есть желтенький, разный желтенький, но он везде есть. И здесь желтенький, и здесь желтенький, и здесь в ключе написано матовый, какой там, матовый тыквенный, матовый кукурузный, матовый тыквенный, потом там какой-то сладкая кукуруза, ну, короче, фрост, это замерзшая осень, ну, это все, я так полагаю, что это все желтое, потому что здесь смотрю я нитки,
оранжевая нитка, желтая нитка, ржавчины нитка, оранжевая, золотая, и я так предполагаю, это все желтое, желтое, желтое. И как разобраться с этим всем желтым, я как-то с трудом понимала. Вот матовый тыквенный, я думала, матовый тыквенный здесь, и матовый, как его, что там, кукурузный здесь. Но потом люди ж интеллигентные понимают, что такие не очень интеллигентные, как я, запутаются. И вот видите, вот здесь стоит звездочка, 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 а здесь стоит плюсик, плюсик, плюсик. И что это значит? И вот здесь мы читаем. Со звездочкой весь этот бисер, они все вместе в одном пакетике. А плюсик, и вот эти все, которые с плюсиком, они в другом пакетике. И, соответственно, в третьем пакетике остаются те, которые без плюсиков, без звездочек. И это, конечно, облегчило сразу жизнь. И сразу я разобралась, какой я пакетик взяла. А я взяла пакетик вот с белым бисером, потому что он был единственный белый, было трудно ошибиться. И я взяла этот пакетик, и вот я его взяла, и в этом пакетике, как вы понимаете, оказалось, кроме белого, у нас оказался здесь, что там, маленький вот этот purple, темно-синий, ну такой, и вот такой frosted out, это который оранжевый. И вот все сразу стало на свои места, и все сразу стало легко и просто вышиваться. И как видите, я вот здесь начала, вот здесь я этот темно-синий повышивала, вот он какой красивый. Вот здесь даже начала этот желтый вышивать. Ну, в принципе, когда ты разобрался, куда какой цвет, где какой цвет, как бисера, то тогда все это, как обычно, идет бисер, пришиваешь себе и не паришься. Ну, очень красиво. Давно я хотела это из осенних вот этих больших милхилов. Мне больше всего хотелось вот эти кукурузы и белые тыквы. Белые тыквы, как вы знаете, я уже вам в прошлом видео показывала, я получила. Это будет у меня на следующую осень, а вот тыквы уже закончу. И как говорится, будет несчастье. Вот я вам покажу тыквы. Ну, вот у меня будет 2 картинки, такие осенние. Вот. На этой неделе, я не знаю, с вышивкой что-то у меня еще получится или не получится. Тут у меня опять возникла идея фикс, как это говорится, все начинается, сидела женщина, скучала. Вот это у меня такое. Сейчас покажу. Смотрите, что у меня есть. У меня есть 3 мешка лоскутов. Я, как уже вам рассказывала, хожу иногда волонтерить в дом престарелых, и мы там шили сумки, там какие-то сердечки, мешки, что угодно, и остаются вот остатки. Это им кто-то отдает. Вот это вот с фабрики рубашек, я знаю, рубашки такие, это традиционные швейцарские рубашки, из них шьют. И потом мы пошили то, что мы там пошили, и она мне отдала остатки. И я вот сейчас хочу из остатков попробовать сделать блок «Звезда». Не знаю, получится у меня или нет, но посмотрим. Сейчас надо отобрать кусочки, мне надо сделать квадратики по 15 сантиметров. Вот это я возьму основной цвет. Потом еще возьму какой-нибудь зелененький и красненький, наверное, 3 цвета мне надо. И посмотрим, получится или нет у меня. Ну вот, я покроила все эти квадратики, которые мне нужны были, и которые по 15 сантиметров. И вот их сострачиваю, вот так надо сострочить, потом разрезать. Ну, короче говоря, прилично возник. Не обращайте внимания, это не бардак, это творческий хаос. Я вам хотела просто показать утюг на Алиэкспресс. Я заказала себе утюг для этого, как его, для пэтчворка, для квилтов, чтобы
сейчас хочу его испытать, если он вообще хотя бы ладит. Посмотрите, здесь даже загорается огонек. Мы видим, что он включен, наш утюг огромный. Ну, чтобы вы понимали, оно еще и гладит. Как это ни странно, смотрите. Ну, понятно, что там не просто не можем гладить, но тем не менее. Опля. Ну, красота. Несмотря на эти огромные размеры, я, честно говоря, когда получила, я на картинке видела, мне не казалось, что оно такое малепусенькое. Но, видите, оно нормально гладит и как раз такого размерчика подходящего для вот таких маленьких кусочков, чтобы каждый раз не бегать за этими самыми, как скажете, к гладильной доске, то, что надо. Вот, видите, какое приобретение у меня. Приобретение года просто, можно сказать. Кто меня давно помнит, наверное, меня спросит, а как же так, Ира, ты же говорила, что у тебя мозг ломается, когда ты не понимаешь, как это можно порезать красивую тканюшечку и из целой тканюшечки делать кусочечки и резать и всякое такое. Да, согласна, я абсолютно согласна с таким резонным вопросом, но это говорится тогда, когда у вас есть красивый кусок ткани, из которой можно пошить что-то красивое. А когда вот такие обрезки, это вполне себе логично. В принципе, идея тапочворка и была в том, что когда раньше шили, остатки оставались, и из них шили одеяло. То сейчас, когда ты просто покупаешь ткань, тупо для того, чтобы ее порезать, и потом на кусочки, да, тогда я не понимаю. А вот таким образом, это да, это, как это называется, здоровое потребление, нет, по-другому это как-то называется. Ну вот видите, я сделала себе вот такие квадратики. Сейчас я это все переглажу. И потом буду складывать уже, собственно, сам этот блок. А сейчас я заканчиваю, потому что я уже опаздываю. Ну вот, друзья, вот такая была у меня неделя. Вряд ли у меня получится за сегодня сшить этот блок «Звезда». И посему это я вам покажу на следующей неделе. Или не знаю, когда я там его сделаю. Как обычно, мне всегда кажется, что шить это быстро, легко и просто. Но оказывается, не так уж это быстро, и не так уж это легко, и не так уж это просто. Так что тоже это какое-то время займет. Я надеюсь, вам это видео понравилось. Я вам желаю золотой осени. У нас осень не очень она золотая, как бы она зеленая у нас. Почему-то в этом году очень много дождей, и еще все зеленое стоит. И продолжают идти дожди. Так что, если вам понравилось, ставьте лайки. Напишите непременно комментарии. Комментарии лучше лайка. Ну и лайки тоже нужны. А я с вами прощаюсь до следующего видео. Всем пока-пока.